так вот нас согнуло клапан. Положительный был гидроударчик. Всем привет! Сегодня к нам приехала вот такая вот Volvo FH16 D16 двигатель, 600 лошадиных сил, мощь и красота в этом двигателе была, но случилась беда. У него прогорел один цилиндр. Прогорел из-за того, когда машина это восстановленная, было ДТП, восстанавливали кабинку, и влага у нас попала в двигатель. Попала в двигатель, в шестой цилиндр. И там случилась беда. За год, почти год, все это восстанавливали, заржавело. Сейчас мы снимем головку блока цилиндров и посмотрим, что там. Сняли мы предварительно форсуночки и заглянули туда камерой эндоскопом и увидели. Все, теперь мы поднимаем кабину, будем поднимать головку. Так, опрокинули мы кабину. Так вот это у нас уже выглядит двигатель. Форсунки сдернули. Они сейчас на Bosch сервисе на проверке. Собственно, там-то их и снимали. И мы увидели там задирчики. Некрасивая. Да, ржавчинка сделала свое дело. Сейчас снимем, посмотрим. Мы будем откручивать выпускной коллектор. Здесь уже начали обвязывать все. И также крышечку эту снимем. Открутим там болты. Снимем ось коромысел и распредвал. И поднимем голову вместе с выпускным коллектором. Пока разбираем дальше все. У нас один болтик за этой шестерней и два вот за этой шестерней, которые спрятались. И теперь можем поднимать головку блока цилиндров. Что, не идет? На герметике-то? Спереди отцепи, зад просто дерни. Или сначала перед, а потом зад. Оп, пошла, опускай. Теперь зад. Этот болтик ты так вставил или кто-то? Это ты так болтик вставил? Какой? Вот этот. Да. Чтоб коллектор отошел просто. Передний отсоедини пока. Отцепи передний опять. Дернем просто зад от герметика. Оп. Оторвали. И теперь поднимаем его полностью. Поднимай вещи. О, клапан вот этот согнутый.
Да. приоткрытый или он согнутый? Согнутый клапан. Это вся проблема. Да. Первый, что там тоже дорогой. Второй немножко он потемнение какие-то неправильные. Ну, в любом случае, мы все будем смотреть, притирать клапана, менять маслосъемные, стаканы. И полностью ремонтировать. А что тут по цилиндрам? Ну, в целом, неплохие. Горшки, конечно, серьезные. Не шуточные. Надо это вниз опустить. Вот это мы камерой увидели. Вот эти вот ржавчины. Вот эту. Видимо, пока стоял, сюда попала влага и случился при запуске гидроударчик. Тем самым погнуло клапан. Поэтому не было компрессии. Вот будем менять вот эту гильзу и ремонтировать головку. Остальное все в хорошем состоянии. Их мы трогать даже не будем. Итак, достали мы поршень. Вот так вот он выглядит. Здоровенный. Следов удара на нем никакого нету. Это говорит нам о том, что был у нас гидроударчик. Вот у нас все достали. Сейчас подготавливаем, чистим, достанем гильзу, поменяем и соберем. Вот так вот у нас согнуло клапан. Положительный был гидроударчик. Вот все остальные нормальные. Сейчас он протираем. Чистим пока. Потом будем чистим, подготавливаем, потом будем протирать. Извлекли гильзу цилиндра со своего места из блока. Вот так вот она у нас выглядит. Вот такая здоровенная. Для сравнения, вот гильза D20 двигателя с 20 поршневой внутренний. Самый распространенный у нас автомобиль. И она без всякого труда залазит в эту гильзу. Для сравнения, какой у нас диаметр гильзы. Вот у нас получается 140-я гильзопоршневая группа. 140. На 20 идет 120. И вот у нас тут подтеки. Они в принципе небольшие, но могут навредить в дальнейшем при работе. Потеки в основном. Может, даже и работал бы, но мы и клиент, соответственно, не хотим рисковать. Заменили и все. Так, Вольвочку мы подсобрали. Уже успели закинуть сюда гильзу новую. Вот так вот она выглядит. И поршень старый с новыми кольцами поршневыми. Также установили поддон. Затянули, соответственно, шатун заданным моментом. И установили поддон. Готовим головку блока цилиндров. Здесь мы меняем стаканчики. Извлекли старые, установили новые. Сейчас мы развальцуем. Заменим выпускные клапана. И притрем впускные. Вот эти впускные клапана мы оставляем. 2 меняем. 6-го цилиндра. И выпускные новые будут. И маслосъемные, соответственно, тоже поменяем. Все это сейчас помоем. И будем устанавливать. Здесь мы также все подготовили. Установили новую прокладочку. Подмазали герметик, где положено. И устанавливаем головку блока цилиндра на свое место. Здесь у нас клапана все заменены, выпускные. И здесь.
Опускаем. Да, все нормально, я и держу. Все, на месте. Села? Все, вот так вот головку закинули, да, села. Сейчас мы прижимаем здесь с помощью болтов шестерни. И потом затягиваем головку блока цилиндров болтами ГБЦ. А сначала вот сюда вот два болта всунем и притянем ее к плите. Устанавливаем распредвал. ТДЦ ты что, не выставил сразу? Что? ТДЦ сразу бы выставил. Я поверну его. Ага. Где? Еще. Крути. Еще крути. Вот так. Угу. ВМТ на маховике установлено. Так, у нас вот распредвал установлен. Поставили крышки бугеля распредвала. Здесь у нас ТДЦ между этих двух полосочек. Там дырочка. И здесь проверочное отверстие на шестерне. Вот эти две меточки. И вот отверстие вот это вот. Вот это. Опа. Вот так вот. Вот это вот проверочное должно быть на одном уровне. Вот таким вот образом. Все, ставим демпфер. И затягиваем болты заданным моментом. Также болты распредвала и установленная ось коромысел также затягиваются заданным моментом. Итак, мы установили форсуночки на свои места. Ты номера переписал, да? Нет. А? Нет. Ага. Не забудь потом указать номера. Вот, устанавливаем ось коромысел на свое место. Все, ось на своем месте. Скручиваем теперь установочную планку и затягиваем эти болты и те болты одновременно заданным моментом. Так, друзья, коромысл у нас уже установлен. Все затянуто заданным моментом. Сейчас у нас приступили к регулировке клапанов. Выставляем мы меточку на распредвалу. Сейчас она у нас сама подведется. Самоподводящая метка. У нас крутится двигатель сам. И подводится на нужную меточку.
Мы только должны за этим следить и вовремя сказать двигатель стоп. Стоп. Вот. У нас сейчас 3Е2 метка. То есть регулируем мы на третьем впуск и форсунку, на втором выпуск веб. 0,3, 240 градусов, 0,6 и 350. Погнали. Вот так вот откручиваем мы форсунку. Ставим 0. Да, вот так вот. И на 240 доворачиваем. Далее переходим на второй. Регулируем сначала мостик, перемычку. Накручиваем. Сюда я вставляю 350 меточку. Вот так вот 0 произошло. Так вот у нас 0. Произошло касание, добавляем 60 и затягиваем. Далее туда установили 350, здесь 60. Свободненько. Регулируем. Все. Теперь дальше двигатель крутится дальше. Двигатель крутится дальше, а мы метим то, что мы отрегулировали, чтобы не запутаться. Ну, как хорошо, когда двигатель сам проворачивается, и регулировать проще. Все, меточка у нас посередине. 6Е4. Соответственно, мы регулируем шестой впуск в форсунку и на четвертом выпуск. Ну и так по порядку все дальше. Все регулируем мы. Скопана полностью отрегулирована. Выпуск веб форсунки. Теперь мы устанавливаем клапан и крышечку. Устанавливаем сначала вот эти перемычки сюда на места свои. Регулируются без них. Вот. Теперь их устанавливаем клапан и крышку. И будем производить запуск. Запуск данного двигателя. Антифриз залили, масло залили. Все готово к первому запуску. Прокачать топливо осталось изводить. Поставили, все затянули.